Так, привет, друзья! Отличного четверга! Меня зовут Кустова Анастасия, я художник и писатель. И немножко веду соцсети. Блогером не хочется себя называть, наверное, полноценно. Вот. И сегодня, да, мы с вами встречаемся, начинаем 5-й сезон «Невредных советов». Уже 4 сезона на моем YouTube-канале вы можете найти. Вот, и там мы учимся рисовать. А в этом сезоне мы будем заниматься очень такой сложной, непростой темой, знакомиться с собой, как с художником. Я бы это так назвала. Напишите, хорошо ли меня слышно, видно. Знаю, что многие будут смотреть уже в записи, поэтому познакомлюсь. Отдельно немножко будет такое вступление. Привет, готовлюсь писать конспект в скетчбуке А4. Отлично, супер. У нас с вами такой живой формат, слышно, видно, супер. Вот, надеюсь, что все будет хорошо, надеюсь, что будет качественная запись. Все, супер. Спасибо всем, кто в эфире, тем, кто пришел. У нас с вами будет 7 таких четвергов, в которых мы будем разбирать важные моменты. И сегодня первый, он такой вступительно-ознакомительный, но тем не менее в нем будет очень много полезной информации. И я очень прошу действительно не пропускать. И если вы хотите заниматься, я могу сказать, что после вот этих 7 бесплатных уроков, ну, точно у вас будет определенный прогресс в собственном личном творчестве, если вы будете заниматься и проходить еще и делать домашние задания, которые я буду давать. Вот, так что... Значит, да, начиная с самого начала, доброе утро, хочется сказать, да, мне сразу поступали тут куча вопросов. Ну, во-первых, не все на меня подписаны, и многие спрашивали, а зачем вам это нужно, зачем вы делаете бесплатные эфиры, можно же делать платно, все же там и так далее. Вот, потому что такая информация, все. Расскажу свою позицию сразу, почему я делаю так. Уже 5-й год, то есть 5-й сезон, да, вот это 5-й будет. Я делаю эту практику, невредные советы практикум для начинающих. Это база по разным темам. И все эти эфиры бесплатные, они сохраняются потом на моем YouTube-канале. Ими можно пользоваться. Сейчас в Telegram-канале мы сделали, точнее, я сделала в данном случае специальный бот, который позволяет подобрать вам свою индивидуальную программу обучения, бесплатную. Так вот, я искренне верю в то, что все, кто начинают, имеют право на бесплатную базу. И эту базу уже дальше они могут использовать таким образом, ну, для кого-то даже эта база уже станет очень классным трамплином. Просто когда я училась, в мое время, ну, не было возможности находить какую-то информацию, и я стараюсь относиться к тому, что я делаю, так, как бы я хотела, чтобы отнеслись ко мне. Естественно, вся глубокая информация, там, более специализированные уроки по там, акварельной технике, они платные, они в моей школе, это другой формат. Вот. Индивидуальные консультации, где я работаю, соответственно, это тоже платный, это другой формат. Вот. Но вот такой формат записи, во-первых, он позволяет вам со мной познакомиться, нам с вами пообщаться, мне собрать много полезной информации в виде ваших вопросов, и я тоже учусь, потому что вопросы позволяют раскрыть какую-то тему более глубоко. И в итоге, ну, такое получается очень наполненное общение, которое ну, остается, вы можете к этому возвращаться, смотреть, это действительно польза. Мне очень обидно, что многие считают, что если бесплатное, то это не ценное. Ну, собственно, пройдя хоть один мой урок, бесплатный или платный, это не важно, вы увидите, что и как я делюсь. Именно для этого тоже я и показываю, и мы с вами встречаемся. Так вот, у меня тут просто есть небольшая подготовка. Значит, сразу говорю тем, кто будет заниматься,
И я надеюсь, что вы будете заниматься, немножко отвечать себе на вопросы, копаться в себе. Я буду задавать домашние задания. Приготовьте, пожалуйста, себе какой-то скетчбук. Это может быть блокнот. Я уже вчера шутила, что это может быть какой-то ваш самый любимый, оставленный на там... до лучших времен, как всегда у всех коллекций скетчбуков. Это может быть самый обычный, но он вам абсолютно понадобится. То есть без вот этих записей, ну, будет сложно, потому что, скажем так, вся информация, она уже в мире присутствует. И очень много чего, да, уже и записано, и в интернете есть, и так далее. Если бы мы все запоминали, все, что у нас вокруг есть, мы бы уже были сверхумными, и никаких бы нам вообще вопросов, ну, не поступало бы, да. Соответственно, чтобы эта информация усвоилась лично у нас, нам нужно провести некий процесс действия. То есть мы снова возвращаемся в школу, в студенчество куда-то, то есть мы берем листики. Почему еще визуальный конспект очень помогает? Потому что художники очень часто это визуалы. Вы можете зарисовывать, вести конспект так, как вам хочется. Это может быть хоть сверху вниз писать, хоть красной ручкой, хоть зеленой. Никаких правил нету. Это не обязательно должен быть скучный школьный конспект. Но именно благодаря определенным записям вы формируете запоминание. Вот, потому что иначе куча информации, она просто проходит мимо. Скажем так, наши с вами встречи, они будут ограничены где-то не более 1,5 часов, то есть час-полтора. Я буду стараться, чтобы у нас не было вот так вот размазанной огромного количества информации, потому что я даю информацию всегда очень много и довольно-таки структурно и полезно, но ее много. И я понимаю, что, ну, возможно, она не усваивается, и в век вот таких вот, когда все бегут, очень сложно остановиться, выключиться, послушать, внимательно погрузиться. Но я очень ценю, что вы находите время, и вы сейчас меня слушаете, и, возможно, кто-то послушает в записи, и выделите на это время, потому что все, что мне хочется, скажем так, это помочь структурно собрать вашу собственную базу и основу определенных знаний, которые вам помогут двигаться дальше. Я не открываю здесь Америк и не претендую на какое-то, что я знаю все, ну, я знаю много, действительно, я самообразовываюсь всегда, и я поделюсь с вами и своим личным опытом, и, собственно, историей искусств в том числе. Но то, что я умею очень хорошо, это структурировать информацию, которую раскладывать определенными важными базовыми моментами, которые вы потом будете использовать для того, чтобы опереться на нее и дальше наращивать свое. Потому что в этом мире так сейчас всего много, что просто даже найти в этом нужное зерно действительно непросто. Вот, поэтому задавайте вопросы в процессе, потому что это тоже важно. Конечно же, они не сохранятся, мои ответы сохранятся, да, вот, поэтому и мы с вами потихонечку приступим. Сегодня, еще раз скажу, у нас введение, и я немного, сначала будет такой вводный большой массив, потом я расскажу еще и о своих проектах, и мы закончим домашним заданием и определенным таким на следующую неделю, и в следующий четверг встретимся. Вот. Давайте тогда потихонечку мы переключимся на вид сверху с моего лица. Я вам тут подготовила очень много интересного, буду рассказывать об этом. Так. Сейчас мы закрепимся. Угу. Отлично, 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 отлично. Сейчас. Интернет нам, возможно, не понадобится. Итак, мы с вами начнем, наверное. Вот давайте я просто открою одну фотографию здесь. И мы немножко разберем. Давайте с блокнота, да? С блокнота начнем. Значит, мне хочется с вами сегодня немножко, да, погрузиться в что такое вообще путь художника, какие
есть предубеждения, какие есть мифы, какие есть моменты, мешающие, создающие сопротивление в головах, особенно уже художников, которые рисуют. И мы будем как раз говорить, да, мы не учимся на этих эфирах рисовать, мы учимся с вами выстраивать свою собственную личную стратегию художника, да, и копаться в себе. Вот. И, значит, давайте прям начнем с мифов. Мифы и легенды. Мифы. Я тоже призываю вас писать, в принципе, за мной, поэтому это будет неплохо. Значит, скажем так, мы сейчас их все запишем и будем уже про каждый из них говорить. Скажем так, это такой основной миф, который присутствует, что стиль можно придумать. Ну, то есть мы с вами открываем, не знаю, художника и такие, так, сейчас уже все в мире. Вообще все эти мифы будут очень сильно связаны между собой, что стиль можно придумать, что сейчас вот я решу, что я буду рисовать вот это. И тогда в итоге, да, все, то есть сделать это через голову. Через голову, к сожалению, не получится. В этом и плюс, и минус. Да? То есть, что значит стиль можно придумать? Это через голову его, через голову решить. Этот вопрос будет искусственным. Здесь есть свои и плюсы, и минусы, да, и, ну, как бы, с одной стороны, наверное, минус в том, что, ой, как жалко, вот я бы решила рисовать, я всегда люблю говорить, раскладушки, и тогда буду супер классным художником. Но на самом деле огромный плюс в том, что именно эта функция, да, что стиль в итоге нельзя придумать, да, позволяет нам понимать, что все мы уникальны, да, плюс, что нельзя, да, я стараюсь просто сейчас, это миф, да, соответственно, у нас, что нельзя придумать. Это помогает нам понять, что все мы уникальны, То есть стиль – это как почерк. И мы будем об этом говорить еще отдельно в следующей нашей, будет вторая серия про это отдельно. То есть у нас такой миф присутствует, мы еще сейчас о нем поговорим. Значит, еще один, да, то есть у нас действительно уникальность нашего, нашего создания, да, она и помогает нам, но одновременно и пугает людей. То есть как это так? Я уникален, то есть нельзя у кого-то что-то свистнуть. Вот. Я бы там свистнул, и нет, оно очень органично будет проходить, и мы поговорим о заимствовании в том числе. Значит, далее. Это прям мой любимый. Никто раньше не работал сериями. Никто не работал сериями, проектами. Это придумали, ну, не знаю, современные художники. Так, мы же понимаем, что это мифы, то есть, да, это неправда. И мы будем сейчас, давайте вот на этом остановимся. Про стиль вы поймете в процессе всего. Так, прошу прощения. Так, и мы остановимся, значит, никто не работал сериями. Да, ну вот думаем, почему этот момент возникает? Все начинают говорить о том, что вот в современном искусстве все художники искусственно придумывают стиль, искусственно придумывают серии работ, которыми они, значит, вот, надо обязательно какой-то проект. Никто никогда так не работал. Посмотрите на художников из прошлого. Они рисовали то, что они видят,
и, собственно, и были счастливы, да. Но на самом деле это, ну, очень сильное предубеждение, потому что стоит только копнуть в историю искусств, как мы видим, что это неправда. Давайте туда и немножко копнем, я для вас подготовила. Да, у меня сегодня какая-то мелкая муха летает, сори. Значит, начнем прям из глубины веков для начала. Давайте немножко, да, попытаюсь я сейчас, может быть, повыше сделать. Так. Чтобы у нас влезало и то, и то. Угу. Ну, вот отлично. Да, кусочек здесь, прекрасно. Да, прекрасно, но все упало. Прошу прощения, друзья. Ой. Вот это называется момент, когда ты готовишься. Все уже тут зажимаешь. И все равно что-нибудь идет не так. Да, так бывает. Я думаю, что вы меня простите. Я тоже немножко нервничаю, давно не была в эфирах. Так. Ну, надеюсь, что мы не упадем. Нет, я сделаю так, как мне удобно. Спасибо. Без советов, друзья. Блокнот под гаджет и все остальное. Так. Угу. Так, технические моменты решены. Вроде бы все крепко. Сейчас мы еще раз зажмем. Тяжелый телефон оказался. Итак, начнем мы с Рембрандта, как ни странно. И, собственно, это плавно перетечет в ваши домашние задания в том числе. Значит, Рембрандт, да? Вот давайте мы запишем. Вот Рембрандт. И, ну, на минуточку эти работы, 1624 год. И, собственно, это серия чувства. Осязание, обоняние, зрение, слух и потерянная работа вкус. Вот эти работы и эта серия. Рембрандту на тот момент 18-19 лет, он только еще изучает искусство. Но, тем не менее, он создает серии. Вообще, в средние века, собственно, в этот период было очень сильно изучали человека. Я думаю, вы понимаете, в разных его направлениях, в том числе и чувственные составляющие. Много было через направление, через религию, безусловно. Но одновременно художники находились в поиске. То есть мы так скажем, да, с вами, что вот, несмотря на то, что это 1624 год, мы здесь видим 4 работы в определенной серии, то есть в определенном ключе, в котором, да, мы говорим, я думаю, вы можете догадаться, какое тут осязание, обоняние, зрение, слух, а вкус потерян. Я думаю, что вы сами здесь прекрасно догадаетесь. И эти работы, ну, хорошо иллюстрируют то, да, что уже в 1600 году было у художников понимание, что какую-то тему необходимо исследовать, да, то есть для того, чтобы разобраться, для того, чтобы полностью, ну, так скажем, погрузиться, посмотреть, рассмотреть со всех сторон, необходимо нарисовать не одну работу. И, как правило, это все равно будет некий поиск, некое исследование.
Давайте дальше погрузимся, да, уже ближе к нашему времени пойдем. Я просто привожу как пример самые, знаете, неочевидные, возможно, просто какие-то очевидные, мы сейчас к очевидному более перейдем, но есть неочевидные, возможно, вы не знаете, то есть есть какие-то примеры, которые приводят все искусствоведы, есть которые нет. И мне хочется вам тоже что-то интересное. Рембрандта все знают, возможно, вот эту историю, да, про него не знали. И хочу сказать, что, собственно, у каждого художника происходит некий поиск. И поиск собственного стиля, возможно, даже в этих работах мы не видим Рембрандта. Да, это такой этап обучения. Кто-то скажет, конечно же, уже видим, уже понимаем. Скорее мы все-таки видим школу определенного периода, не конкретно художника, да, не его манеру, но это поиск, и путь художника – это длинный путь. Да? Значит, это можно, кстати, еще написать здесь, просто как дополнение, да, это не мифы, а просто вот так вот для себя обвести, что путь художника, вот и все. Длинный, а маркера нет, да? Длинный. Это важно, долгий, да, можно. Это важно, потому что есть еще один миф, да, и есть еще одно ощущение, что мы пойдем и научимся всему за пару лет. Ну, рисовать же можно научиться. Безусловно, рисовать на определенном уровне можно научиться, и я всегда об этом говорю. Другой вопрос, что так же, как готовить еду, да, то есть готовить, нарезать салатики там для дома можно научиться, не знаю, готовить так, чтобы все соседи были просто в восторге и все друзья. А можно стать поваром мишленовского ресторана. Тут вопрос в том, какими, да, как вы хотите этим путем распорядиться, да, и своими желаниями. То есть развиваться дальше или остановиться, и это будет кайфово, это будет достаточно, это будет прекрасно. То есть не сказать, что это как-то плохо и неправильно, да. Вот. Но мы сегодня с вами говорим о различных возможностях. Пойдемте дальше. И, конечно же, да, без нашего любимого художника импрессионистов всегда вспоминают. И у нас Мане. Давайте тоже к этому, да, Мане. Я думаю, что мы здесь уже все собрались таким образом, что Мане и Моне мы не путаем. Это уже, знаете, прошлый век. Вот. Но здесь действительно важно нам погрузиться именно в исследование того, что он искал. Вот. И по сути, да, Мане в своей серии «Стаги сена» исследует различное освещение и атмосферу в разное время суток, в разные времена года и разную погоду. То есть в совершенно обычных предметов, которые он видит в Живерни, то есть, да, там, где он живет, то есть он видит их рядом с собой, и решает, что сначала он думал о том, что надо бы написать «Стаги сена» при двух разных типах освещения, а потом, когда он берет холсты, приезжает туда, и он понимает, что, собственно, он не может только двумя ограничиться, да, надо больше, надо интереснее, надо собрать всю, так скажем, палитру и вообще изучить этот предмет. В то время даже критики пишут, что серия Мане родилась не по волшебству из его первых встреч со стогами сена, а, собственно, что появление было результатом его многолетнего опыта как живописца. То есть это подтверждает то, что это исследование, то есть если вы окунетесь, собственно, в историю искусства и посмотрите на творчество Мане, вы увидите, что он, наверное, один из самых таких крупных исследователей вообще, да, в целом. И просто обычно приводят, и я обязательно в следующий раз приведу Руанский собор, у нас вообще будут мини-такие лекции по истории искусств в каждом из эфиров, чтобы запомнилось хотя бы 5 произведений, но мы запомнили. Значит, и здесь мы посмотрим, да, в различное время, с различным настроением, то есть Мане, он у нас исследует освещение и атмосферу в разное
время суток в разные времена года. То есть, по сути, это такой большой проект, который, занимает у него определенный период времени. Причем, если вы углубитесь, то «Стога сена» тоже их около 50 картин. То есть, там 31 картина, которая официально, так скажем, признанная, но есть их больше, они делятся на разные там категории и так далее. Я привела здесь просто несколько примеров для того, чтобы вы посмотрели. То есть вот здесь мы видим хорошо, что вот это одного типа, да, то есть вот с одного ракурса, это нам знакомые стога. Здесь у нас он поменял с другой стороны, да. И тоже мы смотрим контрсвет, да, боковой свет, контрсвет, такой полуденный, прям жаркий свет и так далее. То есть исследование, да, так скажем, это не всегда какой-то такой искусственный процесс, пойду-ка я что-то поизучаю. Ну и, собственно, миф, который мы с вами разрушаем сейчас, да, это то, что никто не работал с сериями и проектами. Вообще, откуда он появился, мне это очень интересно. Я как со студентами сталкиваюсь с ним постоянно. И, скажем так, не только со студентами, но те, кто заканчивал художественные вузы, у тех людей нет вопросов. Потому что они этими проектами, мне кажется, весь художественный вуз работали. А вот обычно только знакомящиеся с искусством люди или начинающие рисовать в современном просто мире, это более доступно стало, у них очень много часто предубеждений, что ну нет, зачем, вот сегодня рисую тортики, завтра цветочки, послезавтра еще что-то, никто никогда ничего не изучал. Но на самом деле это абсолютно не так. Все художники исследовали различные темы. Мы с вами посмотрели Рембрандта, посмотрели его, скажем так, детскую студию, да, юношескую студию. Мы посмотрели с вами Мане. Я хочу еще тоже на таком неожиданном примере следующего художника. Так, вам интересно? Я сердечки вижу иногда. Верещагин. Это один из моих любимых художников. Собственно, я вообще сейчас не хотела останавливаться на прямо современном искусстве, да, в таком понимании. Хотя для Италии иногда импрессионисты современное искусство, шучу. Значит, мне хотелось показать, да, то есть Мане это у нас какой? Где-то 1890-е годы, да. Верещагин это 1870-е, 60-е, 70-е годы, да. Ну, такое творчество, скажем так. И отлично, отлично, спасибо. Вот, собственно, почему еще, да, мне хотелось показать разные эпохи и разные страны. На тот момент, мы помним, интернета не было, и люди как-то не связывались. О, слушай, я тут, вот, значит, рисую вот это, и ты тоже рисуй вот это, да? То есть, конечно же, как-то переопыляться было, ну, сложнее. Но при этом, тем не менее, в каждых школах, да, и в направлениях художественных рисовали теми самыми проектами, о которых мы говорим. И я хочу, или сериями, да, то есть, по сути, серия, работы, проект, есть некие различия, но мы с ними, о них поговорим чуть-чуть попозже, когда будем на третьем занятии про проектную деятельность говорить. Но я сейчас хочу, чтобы у вас было в общем понимание, потому что действительно каждый раз на своей личной выставке я с этим сталкиваюсь, и мне говорят, да никто так не делал, и вот это вы тут все придумали, да. Да. Ну и так вот, да, вот Верещагин. И у него есть прекрасная туркестанская серия. Да, мы на нее сейчас посмотрим. Это у меня Мане тут продолжается. Собственно, туркестанская серия Верещагина. Если вы не видели, не знали, посмотрите обязательно. Ой, у меня тут Apple решил все. Собственно, Верещагин, он учился
военному делу в кадетском корпусе. После кадетского корпуса в 60-х годах он поступил в Академию художеств, ее закончил, но что-то, в общем, в итоге в 67-м он пошел, вот, собственно, в военную компанию, его взяли прапорщиком, и поехал он в Среднюю Азию. То есть, скажем так, его исследование было не такое, что, ой, это вот как раз к нашему первому мифу, да, что все это стиль и все можно придумать. А что возьму-ка я такой нарисую вот что-то такое отстраненное. Нет, он непосредственно был там. Он нарисовал там 13 картин, 80 этюдов, 130 рисунков, да. Давайте это тоже запишем, да, что это действительно большая серия. Вот, всю серию купил Третьяков на тот момент за 92 тысячи рублей. Вот, ну, это была достаточно большая сумма. Собственно, почему в Туркестане, да, на китайско-российской границе, на тот момент на китайско-русской, были конфликты, и часть командования, да, отправила один из отрядов для решения конфликта, для решения проблем. Они должны были, ну, собственно, поселок, который был на границе, его отбить. Вот, но отряд пострадал, и вот, собственно, этим действием была и отдана эта серия. Здесь показана она фрагментами, то есть я вот этот фрагмент, да, из этой картины, здесь мы видим разворачивающиеся, так скажем, баталии. Есть еще такое, да, предубеждение, давайте мы его тоже сюда запишем, я о нем не хотела сейчас, конечно, говорить, но в целом, мне кажется, что очень в тему. Значит, на картинах раньше все понятно, раньше было все понятно. А теперь нет. Это тоже миф, потому что это не так, да, миф. Это не так, потому что, скажем так, если я вам абстрактно покажу эту картину, ну, как бы понятно, что там люди нарисованы. Ну, и сейчас понятно, что если люди нарисованы, то это люди. Да? Конкретно, какие события разворачивались, к какому историческому времени это относилось, какая эпоха, о чем говорил художник, почему он выбрал этот сюжет. Без чтения информации, да, без чтения, без изучения темы, на самом деле, без изучения темы не было понятно никогда. Тут сразу мне скажут, нет, ну, а натюрморты же было понятно. Я говорю, а вы почитайте, пожалуйста, про голландских, собственно, художников, которые писали натюрморты, и посмотрите, какой символизм заложен в каждом цветке, каждой грозди, каждом элементе этих полотен. И тут сразу будет возникать ощущение, что что-то было-то, в принципе, понятно, что там что-то изображено. Вот. Поэтому в современном искусстве на самом деле абсолютно так же необходимо читать бэкграунд, про что, в какую историческую эпоху, в каком месте жил художник, почему он это рисует и так далее. Только с этим подтекстом будет до конца понятно, что же, ну или хотя бы отчасти, да, что же туда закладывал художник. То есть, собственно, вот, да, ну мы понимаем, что это битва, да, но что, кто, кому, чего... Где это, как, да, почему, что происходит. То есть, конечно же, для полноценного понимания, а художник, между прочим, скажем так, да, и не вот в современное время, а в 1800-х годах закладывал туда глубокий смысл, писал, прописывал. Скорее всего, это конкретные люди, участвующие. То есть все это имеет конкретный и символистический часто подтекст. То есть для того, чтобы разобраться, мы сейчас не будем углубляться конкретно, в этом будет ваше домашнее задание, но нужно
читать, и нужно смотреть художника, да, это вот мы уже Рембрандта здесь, про что его картины. То есть нет, никогда не было понятно на самом деле. Так, идем дальше. Так. Ну, собственно, я как раз и хочу это записать, то есть еще, да, что исследование, еще один, да, вот этот миф, который мы его уже проговорили, но что исследование никому не нужно. Тоже зачем это все, зачем изучать, рисуют так только в худвузе, вот, это не надо, это тоже миф, да, мы здесь вот неправильно, да, это у нас минусы, это тоже миф. Исследование было нужно, исследование помогает, и мы сейчас с вами перейдем к еще одному художнику, и здесь тоже, скажем так, поговорим об исследовании, о поиске, да, даже мы скажем так, что все эти пункты, как я и сказала, связаны, да, поэтому путь художника длинный и долгий, и вот это исследование, оно иногда длиною во всю жизнь, и, собственно, чтобы найти себя, да, найти себя, свой стиль, да, нужно, сейчас это очевидной очевидности, да, нужно искать, нужно рисовать, производить поиски тем, задавать себе вопросы. Это вывод у нас такой немножко, да? И прочее. Это то, чем мы будем заниматься на протяжении остальных 6 лекций. Просто мне хочется к этому вас подвести. И тут у нас присутствует, например, угадайте художника. Сейчас будет такое. Угадайте художника. Может быть, какие-то предположения будут? Может быть, кто-то знает? Тут на самом деле есть как бы уже где-то подсказочки, но мы вот так вот сейчас закроем. Так, а я пока немного пролистаю, если были вопросы. Так. А вопросов не было. Все слушают. Ну, хорошо. Так. Так, ну никто не хочет, да, говорить. Я вас немножко вовлекаю. К чему я, собственно, это веду, да, опять же. Чтобы вот эту узнаваемость выстроить, да, чтобы найти свой стиль, узнаваемость, да, вот можно сюда, узнаваемость. Нужно обязательно там производить все эти исследования, поиски, анализы и прочее, прочее, прочее на протяжении долгого периода, мне кажется, всю жизнь. И большая часть работы, большая часть картин, скорее всего, как ни странно, не будет узнаваемой и не будет соответствовать тому образу в голове, который вы, ну, не знаю, создали. Вот вас будут узнавать по там десяткам картин, возможно, я надеюсь, что так и будет, но нарисуете вы 100. И вот там еще 90 картин, ну, дай бог, если узнавать будут по большинству, но часто происходит так, что есть очень много картин, которые у каждого художника, которые не являются узнаваемыми. И я об этом тоже. Рембрандт нет. Просто интересно, да. Все слушают, очень интересно, благодарю. Это прекрасно, спасибо. Нет, не Рембрандт это. Хотя, видите, я специально подобрала такие, знаете, загадочки, ловушки. Смогу и дальше тоже их потом. То есть вы смотрите, здесь такая батальная сцена, да. Я даже вам...
Здесь, скажем так, стычка определенных народностей. Вот. Показано. То есть, и если этого тоже, ну, собственно, можно знать, вы можете потом про эту картину прочитать. Если я не ошибаюсь, стычка ширванцев забыла. Забыла. Вот. Ну, мы, скажем так, ее назовем, да, потом. Стычка. Сложное название просто ширванцев. И вы ее найдете потом по имени художника. Дали, германский художник, Верещагин. Нет. Ага, были правильные ответы. Кто-то знает. Да, это Айвазовский. Это Айвазовский. И хотя здесь действительно школы много есть европейской, но тем не менее это Айвазовский. Он достаточно узнаваем. Не скажем так, что прям совсем не узнаваем. Узнаваем. Но мы привыкли какого Айвазовского видеть? Мы привыкли видеть море, и мы узнаем Айвазовского даже не по мазкам часто, только, ну, как бы для этого есть, конечно, искусствоведы, но вот хорошо бы понимать, что у художника есть Айвазовский, между прочим, тоже, да, как бы в этом периоде жил, как и Верещагин, да, если вы... Это, собственно, 1869 год, да, 70-й, это Айвазовский. Кусок неба, да, ну, понятно, что все начнут... Дальше уже, когда назван художник, все правильно, все правильно. Сразу начинаем наблюдать и узнавать какие-то моменты, какие-то детали. Вот, и это действительно так, да, Маша угадала, классно. Вот, да, еще там были угадавшие, спасибо, что вы участвуете, мне кажется, что это вот позволяет как раз нам немножко раскачаться в этом плане. Собственно, дальше тоже будут картины Айвазовского. Вот, например, картина Айвазовского. Ну, я не буду поэтому гадать. У нас викторину мы сделаем, я думаю, как-нибудь потом. Но здесь тоже, да, ну, спорно. Не всегда. В этом периоде много художников рисовало похожее. Стаги сена, между прочим. Айвазовский. Догадаться можно при живом рассмотрении, близком. Я думаю, что можно по мазкам, у него есть определенная такая манера. Но, да, ну вот, видите, Куин же написали, да, здесь в целом, конечно, есть, понимаете, есть общая школа, есть общее время и есть отголоски. Поэтому сказать, что художники никогда, никак ни у друг друга ничего не заимствовали, не пересекались, это тоже ложь, да. То есть здесь мы как раз об этом и хотим сказать, то есть, что у нас никто никогда, да, только сейчас... Кто никогда, ни у кого, ничего. Вот великий и могучий, да, русский язык, сколько частиц не заимствовал, да. Это миф, потому что во все времена художники определенных школ учились друг у друга, заимствовали. Многие работы ранних периодов похожие. Но, естественно, только благодаря поиску, благодаря изучению можно выстроить свой стиль. Если мы, да, идем, ну вот мы смотрим, здесь очень хорошо на этих работах видно, что не только море, по которому мы узнаем Айвазовского, являлось его темами. Вот, например, да. То есть, когда человек что-то ищет, он находится в поиске определенных тем, он разрабатывает, ну, так скажем, изучение. У Айвазовского там есть период, когда он рисует больше Восток, да, в плане какие-то западные корабли. Тут есть совершенно разные наши, как раз, южные части на тот момент Российской империи, да. В общем-то, и тут мы можем даже какие-то отголоски, там, не знаю, в цветовые Рериха увидеть, собственно, да.
Да, вот, тоже про Айвазовского подумала, недавно смотрела его работу, у него их огромное впечатляющее количество. Абсолютно верно. Я его еще почему здесь привела пример? Потому что его очень любят и приводят часто в пример, как вот, ну, Айвазовский же рисовал море. Нет, Айвазовский не только рисовал море, как и все другие художники в 100% не только художники одной темы. Другой вопрос, что какая-то тема стилистически стала более узнаваемой, она выстреливала, она становилась понятнее для других, и художника узнавали по этой теме. Но неужели вот его эти работы, они как-то уступают? Нет, они не уступают, они прекрасны по воздуху, по цветовой гамме, по контрастам. То есть здесь у нас и оранжевый, синий, да, классическая пара, зеленый, красный. В общем-то, есть. Это Эйл-Гуниб в Дагестане, по-моему, если я не ошибаюсь. Да. Это Дагестан. Я думаю, что если вы прям поищете, то все найдете. И работы Айвазовского с горами вам Google вообще все выдаст, да? Ну, давайте, эта работа называется... Айл-Гуниб в Дагестане. Вид с восточной стороны. Ну, здесь, соответственно, у нас стаги сена, сжатое поле и лунная ночь, всадник. Тут, в общем-то, все понятно. Вот. Как раз об этом, да, мне хочется сказать, что еще раз, точнее, повторить, что у каждого художника были поиски на протяжении всей жизни, изучение различных тем, разные работы в различных жанрах. И художник тем самым себя обретал определенный опыт, уровень и мог таким образом выбрать какую-то тему, которая у него получалась гораздо больше и лучше. То есть, когда мне говорят, ну, окей, я хочу выбрать какую-то тему, но как я могу ее выбрать сейчас? Мне хочется, вот мы в обратную, да, сторону вернулись, рисовать еще там мороженое, одновременно городской пейзаж и там, не знаю, что-то еще. Я говорю, пожалуйста, конечно же, значит, у вас сейчас период поисков, рисуйте, в какой-то момент вы почувствуете себя гораздо лучше и гораздо увереннее в этом, и тогда вы поймете, какая тема вам будет ближе, да? И в ней начнете развиваться. То есть не раскладывать весь свой опыт в разные, да, а куда-то его сосредоточить. Да? Вот, поэтому давайте дальше мы пойдем. И мне хочется вам, наверное, дать домашнее задание. Вот оно будет, я о нем обязательно, я еще повторю его. Но вот просто на этом периоде, да, мы немножко... ДЗ. ДЗ это вообще, это прям супер важное для вашего личного понимания. И это ДЗ, оно как бы такое, да, на убеждение себя, скажем так. У вас наверняка есть любимые художники. Может быть, не один, не два, не три, ну хотя бы те, кто нравится, да. Вот найти художника, да, взять у любимого художника и найти у него серии работ, найти у любимого художника. Пусть это будут художники прошлого, художника несовременного. Современного тоже можно, но просто чтобы вот как бы это все подтвердилось. Серии работ. Исследования. И прочитать про них. Про них. Записать себе обязательно.
Почему это важно, да? Потому что таким образом вы просто сформируете связку между тем, что вы любите, и вам казалось это как будто бы какая-то отстраненная вещь. Вот там-то они рисовали вот так, а мы в реальном мире живем, и что-то от нас тут другое требуют. Я потом на следующих уроках буду, да, про проекты, про CV-портфолио, про всякие вот эти вот вещи, и мне часто прилетает вот это вот, нет, но это не про искусство, это вообще про продажи не искусство и прочая ересь. Вот. Это абсолютно не так. Во все времена художники продавали картины за определенные цены. Здесь очень любят Ван Гога вспоминать, как один, как бы, не очень удачный, ну, скажем так, пример. Он, конечно, прекрасный художник, но в плане, да, продаж работ не самый удачный. Но есть миллион более удачных примеров, и лучше сосредоточиться на хороших из них. Значит, и посмотреть, значит, здесь, да, какие у вашего любимого художника есть серии исследований, про что этот художник рисовал, какие мысли, возможно, может быть, у него есть мемуары, письма или что-то такое, в которых он пишет про это, да. Ну, например, у Кандинского есть, да, точка, линия на плоскости. То есть есть какие-то различные художники, и, ну, это достаточно большая тема. Она может у вас занять какое-то время, может быть гораздо, ну, может быть, вы сразу ответите на эти вопросы. Значит, и дальше, да, здесь найти, ну, у другого, да, взять второго, взять другого, взять второго, там, любимого. Найти в его творчестве работы, не похожие на его узнаваемый стиль, на его. Собственно, этот факт подтвердит вам то, что художник не сразу начал быть узнаваемым, то, что он не сразу стал рисовать то, по чему иногда, вот понимаете, мы вроде бы даже это на подсознании где-то знаем, а потом раз вот куда-то копнули, и ничего себе думаем. Я, кстати, с Айвазовским тоже была удивлена, даже зная его творчество, была в антикварном салоне, то есть мы понимаем, что есть искусство, которое попадает под музейное, да, музейное искусство, и есть искусство, которое, ну, скажем так, на музейное не идет, и оно больше идет антикварное, в личных коллекциях и так далее. Вот у художников есть вот этот вот спектр работ, которые всегда, то есть есть те, которые в музеях, и мы часто знаем художника по музейным работам, да, вот даже если я что-то не записываю, но вам полезно, рекомендую это записывать просто со слов, да, то есть мы знаем художника по музейным работам, но есть много работ, которые не попадают в музей, являются антикварными. Что такое антикварными? Да, они представляют наивысшую степень развития искусства того времени, но при этом не несут музейной ценности, являются антикварными и хранятся в частных коллекциях. И вот мы когда туда пойдем, потому что 90% людей, ну, шучу, конечно, не 90%, но очень многие, незнакомые с искусством, думают, что есть только какие-то работы. Вот в музее у нас хранится, значит, все работы этого художника хранятся в музее. Это не так. Больше, очень много работ, да, но не большая часть, да, но, наверное, ну, у каждого художника разное это количество, но вот вы возьмете своего любимого и посмотрите, какие у него есть работы. Это зарисовки, это рисунки часто. Это просто работы, не являющиеся музейным, ну, не несущие музейную ценность. И вот на антикварном салоне в Москве, вот на последнем, очень было много работы Айвазовского. Вот такого формата, такого, соответственно, естественно, они стоят там прилично, но их можно купить.
купить себе в свою частную коллекцию. То есть музейные работы, мы понимаем, что они продаются редко, либо между музеями, либо их не всегда возможно купить. И дальше, как бы, когда я на них смотрю, я понимаю, что я бы без подписи тоже не всегда бы узнала, что это Айвазовский. Это поиски, и это нормально. Это очень важная вещь. И вот здесь вот хочется сказать, да, еще раз, что найти в его творчестве работы, которые не похожи на его узнаваемый стиль, которые не представляют такой вот музейной ценности, но тем не менее являются творчеством, поисками и развитием вашего художника любимого. Так, давайте посмотрим. Вспомнила, как увидела в Барселоне ранние работы Пикассо. Хороший пример пути художника, когда он искал свой стиль. Да, абсолютно. Пикассо просто является одним из самых таких ярких представителей. Я сегодня специально прям не хотела его здесь приводить. Мы с ним, о нем еще поговорим обязательно на других уроках. Просто хотелось взять, потому что все такие, ну, это как с Ван Гогом, который не продавал работы. То есть почему-то приводят вот часто, и я тоже люблю приводить Пикассо, на нем вообще можно исследовать поиски художника, вот, но есть и другие художники, да, которые, да, может быть, не так заметно, да, может быть, не настолько сильно, может быть, не так кардинально, но тоже искали себя, и да даже не искали себя, где-то они просто рисовали разное, то, что им откликается, это разная цветовая гамма, это разные вообще даже форматы, да, то есть круглые, квадратные, прямоугольные, это разные темы, и, да, где-то манера будет узнаваема, но, опять же, это нарабатывается с практикой узнавания манеры. Вот. Так, и давайте еще к одному из мифов мы с вами перейдем, который мне тоже хочется сказать о нем, и на этом такая вводная часть, хотя вводная у нас уже почти час, ну ладно, значит, что все уже миф, да, у нас еще один, да, почему я открываю с этой стороны, все уже придумано, это вообще любят, уже придумано, и все пропало, больше ничего не придумать. И дальше начинается самобичевание, дальше начинается, ну, это такая жертвенническая позиция, в которой, конечно же, все лучшие кусочки уже съели, никогда ничего не будет, мы все будет плохо. Ну, а как правило, к сожалению, это психологический момент, это такое оправдание бездействия, потому что мы... Обычно здесь, да, двойная такая медаль. Все уже придумано, больше ничего не придумать. Или все лучшее было, все лучшее уже было. Вот, сейчас одна ерунда и так далее. Вообще в этом много, к сожалению, обесценивания, в этом очень много какой-то боли. Часто это происходит, потому что человек сам туда, наверное, хочет, но не может по каким-то причинам, где-то не хватает, может быть, упорства, силы и чего-то еще. И поэтому легче обесценить, да, что больше ничего не придумать, все придумано, все лучшее было, все когда-то уже случилось, все не для меня и так далее. Но, скажем так, это неправда. И на самом деле, безусловно, как в музыке 12 нот, и музыку сочиняют до сих пор. Безусловно, какие-то отсылки будут на что-то еще. То есть, да, какие-то пересечения узнаваемости будут. Поэтому я и говорю, что это тоже миф, что никто никогда ничего ни у кого не заимствовал. Заимствовали, поэтому даже по ощущениям мы можем увидеть на работах там художника, где мы сегодня угадывали Айвазовского, какие-то другие мотивы, другие там мысли и так далее. Почему? Потому что еще, ну, если мы рисуем, например, полную луну, или мы узнаем Куинджи, но это, в общем, не значит, что у Куинджи есть приватизация на, собственно, луну, да, или если кто-то тоже рисует море, это не значит, что человек приватизировал воду. Если кто-то рисует деревья или какие-то пейзажи со стогами, возможно, это тоже отсылка к Мане,
Но мы этого не всегда узнаем, если мы просто смотрим на картину. Мы можем об этом почитать, там это будет. Возможно, об этом не будет написано, это будет лишь предположение. Но очень часто это происходило, как бы некие отсылки, соединения разных художников в разное время. И это нормально. Я здесь как примеры хотела привести вообще, в принципе, современных художников немножко. И у нас есть такой прекрасный художник, его тоже очень много приводят. Почему его хотела? Это художник Амаако Боафо. Амаако Боафо. Собственно, это художник, один из немногих, который в 22-м, по-моему, 23-м году, собственно, его картины были одни из самых дорогих среди молодых художников. Он 84-го года рождения. И, собственно, за $8 миллионов были проданы картины. Я покажу его картины. Здесь есть отсылки. Вот, собственно, художник сам, да, вообще, ну, скажем так, современное африканское искусство, оно очень сильно развивается. В данном случае у него есть и как бы здесь и европейская часть, и такая этническая часть в его работах. Почему вот так написаны? Это написано пальцем, то есть все написано кистью, но некая тактильность, некое взаимодействие. Я не буду рассказывать про этого художника, ну, полностью, вы сможете посмотреть. Я хотела привести его как пример, продающегося до сих пор, в принципе, рисующего, скажем так, не в какой-то там совсем кичевой манере, да, у него есть вот эти элементы тактильности на работах, но это довольно реалистичные работы, довольно-таки понятно, что на них изображены люди, собственно. Здесь есть и этнические мотивы, и, собственно, его сравнивают отчасти с Шиле. Есть отсылки, то есть, и если мы посмотрим, вот как только я говорю, там, Эгон Шиле, и все, да, там вот такие же ломаные формы, да, там, возможно, даже такие коричневатые оттенки какие-то, да, это есть, и при этом совершенно как бы отличающийся по стилю современный художник, у которого совсем свое видение. Вот, как пример. При этом он рисует людей, да, скажем так. То есть люди – это вообще тема, которую, я почему и привела это как пример, да, что все уже придумано, больше ничего не придумать. Потому что людей рисуют испокон века все, начиная там с древнеегипетских пирамид и заканчивая сегодняшним днем. И все равно художники придумывают, да, есть какие-то пересечения, есть какие-то небольшие заимствования, но тем не менее это не мешает художнику создавать собственное искусство, быть успешным, продаваться и так далее. То есть в этом плане все это возможно. Я скорее сейчас об этом. Безусловно, есть свои тонкости, но это присутствует. Еще один художник, Юэ Минзюнь. Он 62-го года рождения, то есть он такой Здесь у него в современном искусстве он тоже рисует людей, я просто привела его как пример. Такая у него своя интерпретация человека, и у него везде, вот, собственно, сам художник, человек с такой улыбкой, то есть он рисует себя где-то, с несколько такой дьявольской улыбкой. Можно прочитать про его работы отдельно, но здесь тоже я к чему? К тому, что человек рисует человека. И, в принципе, я бы не сказала, что какого-то абстрактного, довольно-таки реалистичного, но через вот эту улыбку и какую-то фишку свою, да, вот как бы, как у Амаако Боафо у него через манеру написания лиц, здесь через улыбку добавляется один элемент, который уже становится узнаваемым и становится стилистически для художника, ну, как бы такой визитной карточкой. В принципе, это тоже, да, как бы нам говорит, что при этом тема самая, наверное, популярная, да, рисование людей. Но, тем не менее, даже, видите, до сих пор и в рисовании людей что-то художники придумывают. Как они это придумывают, мы еще в следующих эфирах об этом поговорим. В данном случае мне как раз хотелось просто основные мифы с вами разобрать. Давайте теперь... Так, с этим моментом понятно, я надеюсь.
Так. Я немножко поговорю сейчас, расскажу про свое искусство, свое творчество, и мы с вами завершим уже важными ключами к поиску личного. Просто без моего, как бы, будет картина, я думаю, где-то неполной. Мы с вами еще поговорим о том, что такое портфолио, CV, artist statement и так далее. Это будет у нас как раз, по-моему, там в 5-й теме, не буду сейчас путать. Вот, собственно, поиски происходили у меня. Я почему об этом, да, хочу сказать и об этом начать, потому что, собственно, без этого поиска, без изучения каких-то тем, без изучения собственной глубины, про что мы, о чем мы хотим сказать, о чем мы думаем, и, по сути, рассказывание, ну, об этом зрителю через искусство, ну, действительно, какого-то собственного стиля, собственный стиль выработать сложно. Вот. И чтобы у вас было какой-то плюс-минус ко мне доверие для тех, кто будет слушать записи, со мной еще не знаком, чтобы было понятно моя личная карьера как художника, потому что мне всегда кажется, что это лучшее подтверждение вообще каким-то словам, потому что когда мне рассказывают тот, кто никогда сам не выставлялся, или, например, по продвижению и так далее, то есть это тоже странно, мне кажется. Вот. Значит, здесь я хочу остановиться с 2020 года. Собственно, я изучаю тему стекла и восприятие человеческой реальности через стекло. И первые работы, да, у меня был проект «Стеклянная жизнь», и он включал в себя 5 работ, которые каждая из 5 говорила о 5 этапах переживания потери. По сути, вот эта работа, она сейчас в Америке находится. И здесь у нас этап отрицания, да, то есть вся суть работы, это, да, еще раз повторюсь, вся суть этого проекта, то, что мы утрачиваем связь непосредственно тактильную, восприимчивую с реальностью, да, у нас была изоляция, и вся осознанность, все восприятие мира у нас происходит за этим стеклом, то есть как будто бы мы все видим, но прикоснуться не можем. И вот здесь это первое, это такой городской пейзаж, из моего окна вдали церковь, есть некая надежда, есть сияние, то есть я еще отрицаю то, что нас закрыли там надолго, мне хочется верить, что все сейчас быстро, все будет хорошо, здесь есть солнце там изнутри направленное, и дальше уже у меня идут рассуждения, потому что этапы, они продолжаются, и, собственно, здесь следующий этап, это как раз, ну, так скажем, гнев. И здесь, да, этап злости и гнева, начало движения к собственному «я». Вот. И здесь как раз я хотела показать, что в данном случае опора, да, собственная, она находится у тебя внутри, и все вокруг путается, непонятно. То есть здесь одновременно это все и окно, одновременно это стекла, это зеркало, это вода отражается. И по сути получается так, что все бликует, непонятно, что это на самом деле, но четко ты видишь только себя, потому что ты этот весь целый мир, и опора твоя внутренняя гораздо важнее, чем вся рефлексия, происходящая вокруг. Дальше у меня была работа «Стеклянная жизнь». Здесь уже этап торга, то есть восприятие 3 плоскостей. И я искала метафору для этого, то есть ощущение, что мы здесь стоим с этой стороны, там пусто в кафе, пусто в ресторанах, но как будто бы прошлая или другая жизнь есть вот там за стеклом, и там люди на велосипедах, там солнце, там свет и так далее. То есть здесь 3 пространства, как прошлое, настоящее и будущее. И в какую сторону оно расположено, тут уже как бы решать зрителю и, собственно, вот про это работа. Далее, держите дистанцию, здесь у меня, да, это этап депрессии, то есть вот эти все, да, 5 этапов, которые мы знаем, и
Тут у меня такая шахматная партия между красными клетками, на которых нельзя сидеть, и светлыми клетками, на которых можно. Пустой вагон, ощущение какой-то, да, безысходности. Собственно, депрессия, да, я ее здесь передавала в этой работе. И последнее – это свобода. И здесь у меня, ну, это очень многосоставная работа, собственно, которая говорит о том, что все события, которые были, стали историей. Часть книг я рисовала тех, которые у нас, этот этап, это что у нас отобрали, чего у нас нету. Этот этап, это вот между 451 градус по Фаренгейту и Джорджем Оруэллом, тоже такой очень сложный, это то, что изменилось и чем нам приходится заниматься во время, да, этого ковида было. И здесь это то, что изменилось, больше не будет прежним. В этой колонке я добавила свои переживания и свои мысли. И здесь я добавила книгу, кстати, «Акварель» Анастасии Кусто. На тот момент она не была выпущена, и у меня не было предложения от издательства, но через полгода после написания этой работы мне написало издательство и предложило издать книгу. Сейчас мою книгу «Акварель для взрослых» вы можете найти везде, во всех магазинах книжных в России и не только в России. Вот, собственно, это была первая серия такого поиска, это 21 год, на текущий момент у нас вот 24-й. Потом я продолжала тему стекла и различных реальностей восприятия через стекло. Кто не смотрел эфир по выставке моей, тоже рекомендую, вот он был перед этим эфиром. И далее здесь у нас... Ну, собственно, и проект называется «Моменты времени», через ощущение вот этого стекла и стеклянности, но уже не просто стекла дома, да, а вот здесь это иллюминаторы, это путешествие, это вот стекло такое зазеркалье стеклянного куба «Кафе-мороженое», это стекло в других таких восприятиях. Мне хотелось порассуждать о тех мгновениях, которые вот, ну, остановилась, и в нем есть какая-то сложно сочиненная эмоция, в которой мы хотим побывать. Я так глубоко не буду рассказывать, есть в лекции по экскурсии по выставке, так же, как и вот здесь абстрактный реализм, который работы уже в 23-м году. В этом году я продолжаю проект «Собственное я», и здесь у меня уже исследование такой даже религиозной тематики веры в человека, центра человека и поиска там Бога, чего-то очень важного, любви, созидания внутри себя. Собственно, тоже я это подробно рассказываю в лекции по выставке. Собственно, здесь я как раз вам хотела сказать, что у меня точно так же происходят поиски, работы разные, тем не менее они все объединены определенной темой поиска себя в современном мире, чувством уязвимости, чувством хрупкости. Так как здесь и стекло, вода, и вот сейчас металл довольно хрупкий, но при этом желание, да, вот этого единения с множеством, оно присутствует также в символизме всех работ, и вот это как бы такая моя история. Если хотите как-то подробнее, то пишите свои вопросы, я с радостью на них отвечу. Так, я до сих пор заряжена каплями на стекле, с удовольствием пишу серию. Прекрасно. Так. Только негативные эмоции могут послужить стимулом к самопознанию? Нет, почему негативные? Вообще нету, скажем так, в эмоциональном спектре, если с психологической точки зрения, очень условно подразделяются негативные и позитивные. Это, знаете, это очень такое детское рассуждение про черное и белое, когда солнышко хорошие эмоции, нет солнышка плохие эмоции. Эмоции более сложно сочиненные, и эмоции могут быть совершенно там вот как бы предвосхищение, ожидания какие-то такие, ну, это спектр эмоций, скажем так. Когда мы говорим о каком-то там слове, вот сейчас, да, нет такой эмоции, как я, естественно, сейчас сказала про предвосхищение ожидания, но я имею в виду, что это целый спектр эмоций. Это может быть радость, грусть одновременно, это может быть сожаление, это может быть и так далее, и так далее. То есть различные эмоции, а у нас как-то черное и белое. Давайте выходить во взрослого и чувствовать, что у нас есть много разных сложно сочиненных эмоций, каждая из них может служить для
создания чего-то, для передачи этого зрителю. И я прям скачайте как бы список эмоций, и вы увидите там их почти сотня больше. Вот. И если вы еще каждую прочитаете и постараетесь прочувствовать в этом списке эмоций, вы удивитесь, насколько огромный спектр ощущений мы можем передать через работы, в том числе. Художник — это первая вообще часть, ну, мне кажется, это первый, кто должен этим прям заниматься, потому что мы как раз настраиваем связь со зрителем. Поэтому без понимания, что мы чувствуем, как мы можем эти чувства передать. Вот. Поэтому, да, я еще, кстати, об этом думаю, поговорим, потому что прям это такой болезненный вопрос, а то мы прям это радость, грусть, все, как будто злость, ну максимум. 3 эмоции и все. Это не так, это неправда. Итак, давайте-ка мы сейчас, да, под завершение всего здесь сформируем, я вам обещала, что эфиры будут недолгие, но зато содержательные, зато с усваивающейся информацией. И первые ключики, которые мне хочется вам выдать, это ключи к поиску себя, да. Мы с вами будем, это будут не единственные. Ну, так скажем, к поиску. Давайте просто к поиску оставим, а там каждый добавит себя, своего творчества, еще, да, то есть то, о чем мы здесь говорим. Первое, да, это разрушение мифа в голове. Вот тех мифов, о которых мы сегодня писали, которые мы тут все упоминали, да. Сейчас мы начнем. То, что стиль можно придумать, да, этот миф очень сильно ограничивающий одновременно. То есть он как будто бы решает за вас, что вы придумываете, но тем не менее, если вы придумаете этот стиль, то тогда будет все искусственно, через какой-то момент вам надоест, вам будет плохо, вы почувствуете себя в клетке, что вы туда себя заставили себя рисовать то, что вы не хотите, или создавать то, что вы не хотите. И это действительно путь, которым кто-то идет, но он прям в никуда, это прям путь в тупик. И поэтому через голову решить нельзя, но одновременно эта вещь, она очень расширяющая, то есть понимание того, что искусственно это создать нельзя, это может быть только естественно, то есть он уже в вас, осталось только просто его раскрыть определенным образом, тем, чем мы будем заниматься. Но, по крайней мере, подумать о том, что это вы и есть свой стиль собственный, вы, ваша история, ваше сознание, ваш опыт и есть это, то это очень поможет. Возвращаясь к нашему началу лекции и возвращаясь к, например, Верещагину и Мане. И здесь хочется сказать, да, подумайте, насколько оба художника свой стиль создавали через, во-первых, опыт и через то, что они видели рядом с собой. Мане не рисовал космос. Он не рисовал что-то такое отстраненное, прям совсем, чего он не знает. Он рисовал стаги сена. Для него это было его чувство. Ему откликалось это. Это было родное, близкое, понятное. Тем самым он развивался. Он рисовал то, что он знает. Верещагин, несмотря на то, что тема другая совершенно, но он рисовал то, что он знает, частью чего он являлся, то, что его волновало внутри. И это создавало определенную идентику художника. То есть не искусственно, а возьму-ка я там и начну, вот я завтра, я лично там, не знаю, «Звездные войны» рисовать. И это чувствуется искусственно, это придумано из головы. Это не является, если бы я, возможно, там, не знаю, была в прошлом, не знаю, училась на космонавта или там в каких-то авиа и рисовала самолеты, то да, возможно, это как-то еще можно понять, что это часть моего внутреннего я. Но когда вы не изучаете эту тему, когда вы к ней никак не прикасаетесь и вдруг решаете, что вы будете этим заниматься, это как раз вот это и есть. И хочется, чтобы этого было меньше вообще.
Значит, второе, да, что никто не работал сериями и проектами, это придумали современные художники. Это неправда, мы уже с вами сегодня об этом говорили. Все во все времена работали сериями и проектами, делали поиски, и этот путь был длинный. Что на картинах раньше все было понятно, а теперь нет. Это не так. Вы можете, я вам показала и Амоа Кабуафо, современный художник, 84-го года рождения, продающийся за большие деньги. На его картинах тоже люди, но понятно будет все. То есть это не всегда абстракция, это фигуратив может быть. Современное искусство очень разное. Ваша воля выбирать, какое оно будет. Вот. Но без изучения глубинной темы непонятно даже у него, почему такие мазки на лице. Я рекомендую вам почитать, чуть-чуть погрузиться. Это будет тоже часть домашнего задания, немножко изучить хотя бы тех художников, о которых я говорила. Исследование никому не нужно, еще раз я об этом поговорила, да, это действительно не так, потому что именно ваш поиск и рождает вас и ваш стиль. И, собственно, но и через этот поиск он может быть очень такой турбулентный, и в нем будут какие-то заимствования. Опять же, заимствование, не копирование. Да? Мы видели Стагасена, там, например, у Айвазовского, они есть у Мане, но это не копирование, это даже близко по манере не похоже. Но, тем не менее, тема, например, одна. Это нормально, даже если бы там была какая-то там отсылка, возможно. А возможно, это просто совпадение, скажем так. Это уже не нам оценивать. Вот. Но заимствования, они тоже присутствуют через определенное поглощение реальности, через знание мы идем и находим собственный путь. Так вот, как раз, да, то есть, когда мы разрушаем в голове хотя бы эти мифы, нам становится чуть-чуть понятнее и легче. Вообще, к чему мы здесь ведем, то есть, к чему должно прийти наше творчество? К свободе. Свобода в голове. Хотя бы на уровне мыслей, хотя бы на уровне того, что вы себе разрешаете творить так, как вы хотите. Но для этого, как правило, есть вот эти сдерживающие обстоятельства, которые для кого-то они являются опорными, и он считает, что если я на них не обопрусь, то как же так, что разве можно все, какой ужас. Да, но это не совсем взрослая позиция, здесь нам нужно все-таки немножко понимать, что это круто, если это в наших руках, и мы можем туда двигаться. Значит, разрушение мифов в голове. Далее я вам рекомендую, это тоже будет из ДЗ, это обратиться к личной истории. Мы об этом еще поговорим. К личной истории. К тому, что вы любите. Так, и третье, это завести блокнот, это очень важный. Сейчас вам будет казаться, что я повторяюсь, но это очень важно. Блокнот. Записывать свои мысли и чувства. Это очень важные моменты. Ими пренебрегают как какими-то там, да ладно это, ну зачем я это буду делать? А потом, сейчас я объясню. Значит, мы уже сейчас проговорили с вами, что именно личная история, как, например, художников, которые мы сегодня упоминали, они и являются частью стиля вашего, да, того, что происходит, там, в том числе и у меня. Сейчас работа с металлом, я как инженер в прошлом и ювелир, также раскрываюсь через эту тему очень глубоко. В общем-то, это очень важный момент. И зачем нужен блокнот? Да? Завести его и записывать мысли и чувства. Я тут недавно говорила со многими художниками, уже очень крутыми, успешными, которые, но они сейчас находятся там в очередном поиске, на очередном витке, и они говорят, а вот у меня идея появляется, а потом что-то она исчезает, а потом снова появляется, снова исчезает, а потом я не помню, я сажусь рисовать, и я не знаю, что делать. И тут я говорю, а ты записываешь? А ты записываешь? Что ты чувствуешь сейчас? У меня десятки блокнотов подобного рода, в которых я пишу, что я чувствую, про какие проекты, о чем я думаю. Я не могу все это держать в голове. Да, давайте сейчас переключимся на меня в завершение.
Итак, я не могу все это держать одновременно в голове. Я же нормальный человек, правильно? И если я это не буду записывать, за секунду оно исчезнет. То есть оно исчезнет, и я уже завтра не вспомню, о чем я думала, что я здесь ощутила. И записывание, во-первых, зачем оно нужно? Что потом, когда вы решите, например, вы пролистаете, и из этих десятков будет, одна хорошая идея. Одна, но она будет уже описана. У вас уже будет почти готовый текст, который вы сможете оформить как описание вашей выставки, как часть того, что вы презентуете. Вы не будете выдумывать откуда-то из головы искусственным образом, а про что я там вообще хотел. Мы с вами поговорим еще в следующих эфирах про какие темы. Это может быть совершенно какие угодно темы. Но вам может нравиться солнце в глаза. Я просто беру, но оно нравится почти всем. Так вот, вы берете, когда и записываете солнце в глаза, но не просто какое-то, например, а вот в этом городе, потому что этот город мне откликается, я хочу передать радость. Мы будем об этом еще говорить, как это все передавать и так далее. Но вы записываете свои чувства. И когда потом вы, опять же, забываете об этом, вы возвращаетесь, у вас, опа, здесь написано. Или мне нужно, вот я нарисовала работы, еще какие-то тексты писать, все. Опа, а текст это уже есть. Все это вы делаете для себя. Если не записывать, оно сгорает, оно исчезает. Век очень быстрый. Видите, как мы все тут двигаемся быстрее и быстрее. Информации очень много. Невозможно ее даже отфильтровать. Я даю что-то очень полезное, другие люди дают полезное, где-то бесполезное. Очень сложно понять в этом во всем. Представляете, поток просто колоссальный, он мчится на нас. А нам еще что-то создавать надо. Создайте для себя, сделайте себе подарок, создайте для себя этот блокнот. Это может быть тот же блокнот, в котором мы пишем сегодня. Может быть, вот вы его развернете с обратной стороны и начнете. Это может быть отдельный. Я думаю, что уж блокнот, как говорится, будет рад, что вы его из полки достали. Но именно этот подарок, он будет колоссальным вкладом в ваше личное творчество. Вы в нем будете фиксировать самое важное, то, что вы чувствуете. В дальнейшем, в принципе, художник, он же всегда передает свои чувства, чувства разные и мысли разные, правильно? Это могут быть мысли исследовательские, это могут быть проблематика каких-то ситуаций, это могут быть совершенно разные вещи, но он передает их все равно на эмоциональном уровне. Если эмоций в картине нету, не будет откликаться, ничего не будет. Будет просто, картинка и картинка. Я думаю, вы с этим сталкивались прекрасно. Так как эти эмоции-то передать? Как их? Мы будем об этом с вами говорить обязательно. Но чтобы их передавать, надо сначала начать их записывать, фиксировать, замечать. Пока вы не замечаете их в себе, как вы можете что-то донести? Вот и получается, что дисконнект. Люди считывают эмоции. Ту, которую хочется передать, хочется ее тоже себе взять. А мы такие, не знаю, а почему я это хочу рисовать, не знаю. Такой дисконтакт с самим собой в этом моменте происходит. Так вот, чтобы его наладить, отмечайте каждый момент, когда вы что-то чувствуете важное, для себя важное, не для меня, Васи, Пети, Саши, для вас важное, и пишите. Когда вы потом к этому будете возвращаться, пусть это будут какие-то сначала глупые записки, но вы же никому их не показываете, это безоценочно. То есть вы их оставляете для себя. Но именно через это потом этапами вы сможете сформировать ваши мысли, чувства и так далее и тому подобное, в картины их зашить. Пока мы, это отдельно, картина отдельно, чувство отдельно, вот и получается красивые картинки без содержания и эмоции, которые даже никуда мы не выливаем, не прорабатываем, не выплеснутые. Вот давайте это попробуем связать, это очень важное копание в себе, но оно основополагающее. Поэтому
Значит, напоминаю, значит, наши ключи к поиску – это вот разрушить те мифы, которые мы сегодня, по крайней мере, подумать об этом, да, как бы в другом ключе, в котором вот я вам сегодня предложила со мной поиграть и подумать, что там может быть вот так, да. И для разрушения этих мифов вам помогут домашние задания, мы об этом поговорим, да. Обратиться к личной истории, к тому, что вы любите. И пусть в этом блокноте, в котором, да, вы будете записывать мысли и чувства, на первой странице вы запишите как раз: «Я люблю вот это». Там, и список. «Радость мне приносит вот это. Там, не знаю, удовлетворение приносит вот это. Какие-то вещи, чувства, моменты. Да? Я вон люблю лего собирать. Понимаете? То есть это же совершенно разные, как бы, машинки люблю. Так я и рисую машинки, потому что мне эта тема очень знакома, понятна отчасти. Я рисую металл сейчас, потому что инженерия – это моя идентика. Через это я чувствую. Я помню, мы еще, собственно, об этом остановимся. Давайте, чтобы все в кашу не было, давайте вот на этом хотя бы сегодня. Это, правда, важное, но если вы сделаете, мы с вами по ступенчикам будем дальше продвигаться. То есть завести блокнот, в котором написать на первых страницах, что вы любите, что вам приносит радость, какие-то свои мысли и чувства, которые вам придут в текущий момент. Не надо никому это показывать. Вот. Это для вас вообще даже домашним. Давайте договоримся, это будет наш с вами секрет. Вот, не надо показывать домашним, вообще никому. Даже не надо. Вот я вас здесь поддерживаю во время нашего обучения такого легкого. Я вот вас поддерживаю. Я знаю, что мы все пишем эти секретики себе в блокнот. Но самые близкие могут не всегда понять, просто быть не в том настроении, где-то ранить. Из-за этого мы, не потому что они нас не любят, ну просто как бы мы в разных состояниях бываем. А когда мы пишем что-то глубинное, очень близкое, теплое для нас, очень важное, пусть оно остается с нами, пусть оно вот здесь будет. Это ваш ключ, первый будет ключ, и мы с вами наберем их еще много, к вашему личному творчеству, которое действительно важно. Вот. И к свободе в своей голове, к свободе проявлению. Вот. И еще раз повторяю, домашнее задание, которое было, мы можем к этому вернуться. Это обязательно найти любимых художников, хотя бы несколько, чем больше, тем лучше, конечно. И у нескольких художников, ну, хотя бы двух, да, хотя бы двух, давайте. Вот. У одного найти серии работ, прочитать про эти серии, почему он эту серию создавал, как он ее создавал, о чем он думал, и записать это себе в блокнот. Ну, вот не в тот, который секретный наш, а вот можно, или если у вас там с двух сторон он, да, а в наш рабочий блокнот, будем его так называть, и взять второго любимого художника и посмотреть его ранние работы или работы поисков, работы, которые не соответствуют тому стилю, который узнаваем у этого художника. Таким образом, вы как раз и разрушите, то есть вы выполните первый пункт, который в ключиках у нас это разрушение определенных мифов, которые тем или иным образом не у каждого из нас, не на все 100%. Но они где-то оседают, это люди говорят со стороны, это все где-то на нас влияет, поэтому не очень, в общем-то. Разрушаем. Да, надо записывать, пока чувство возникло, спустя время все забывается, чувство пережито, а быт поглощает все. Конечно, конечно. Прекрасный эфир, все в точку. Спасибо большое, спасибо, друзья. Вот. Спасибо за эфир, огромный груз с меня сегодня был снят. Это прекрасно, потому что на самом деле, да, спасибо за эфир, у меня уже появилась идея, записала ее. Прекрасно, это вообще супер. Хотела записывать мысли, и вот поняла, зачем это надо. Ура! Ура! Спасибо, друзья. Настя, супер эфир, люблю Сезанна и Модильяни. Как раз изучу еще глубже. Это вот, очень прекрасные художники. Пойду покупать секретный блокнот, да. Вот так и будем его называть. У нас будет рабочий и секретный.
Вот, потому что пусть это будет вот в рамках, представляете, сколько людей, вот сейчас даже в эфире там от 70 там, до 100 человек было вот одновременно, вот сейчас вот, а я уверена, еще сколько тысяч людей посмотрит. У нас такое с вами большое совместное, очень классное обучение и с секретными нашими вот вещами. Я знаю, что многих из вас дома поддерживают, но я знаю, что есть те, кого близкие не всегда поддерживают в их делах. Ну, пусть это будет вот для вас, лично для вас, про любовь к себе, да, и вот эта вот любовь к себе, она через творчество тоже очень-очень хорошо проходит, лечит, в общем-то, и идет вперед. Вам спасибо огромное, я очень рада. Рада, что вы сегодня были со мной. Если какие-то вопросы, вы их пишите. Я, возможно, их разберу в следующих эфирах. Я вот сегодня пришла к мысли, что нам надо еще отдельно поговорить в эфире про чувства и эмоции, про то, как их передавать конкретно и о чем. То есть я чуть-чуть и расширила, поэтому не думайте, что обратная связь здесь не нужна. Она очень нужна по ходу движения, потому что вот эти моменты, они наталкивают. Так, ага, для меня это может быть очевидно, но это не очевидно, надо раскрывать, значит, побольше. Все. Вы вдохновитель, спасибо, я стараюсь, и вы тоже меня вдохновляете на, в общем-то, движение вперед, такое развитие. Мне хочется делиться, вот это, кстати, про энергию, да, в завершение скажу, мне хочется делиться тем, что меня заряжает в моменте. Вот сейчас меня заряжает вот это, я, собственно, с вами и делюсь. Спасибо, очень важные слова, нужные для удержания идеи. Да, иногда проще себя обесценить, чем довести свою идею до результата. Конечно, и это у всех абсолютно. Другой вопрос, что, например, я там на протяжении многих лет с собой в этом плане работаю, кто-то только начинает этот путь, а кто-то уже работает давно, чтобы этого обесценивания было минимальное там количество. Но мы все можем, и я тоже иногда там сокрушаюсь, что у меня ничего не получается. Ну вот, но тем не менее, просто есть разные выводы из этого, и как бы здесь давайте попробуем создать такую атмосферу и такое, ну, не знаю, вот для вас спокойное, классное времяпрепровождение, в котором вы сможете это. То есть у нас какая с вами задача? У многих этот росток, он такой бьется, он уже такое дерево, и как бы тогда ничего не страшно. Но у многих росточек идей прорастает, и он такой нежный, ему нужна опора, опоры рядом нету, и он такой, и все, и бытовуха его счесала. И он такой снова прорастает через там месяц, он такой упорный, вот, но его снова ты дышь, короче, и все. И вот все это разрушается, это очень больно изнутри. И как бы я понимаю это, поэтому здесь моя задача вас поддержать, дать вам определенную опору, определенные пункты, систему и структуру, на которые вы сможете этот росточек ваш. Но он будет вот как лоза, опираясь, расти дальше. Мы тоже зарядились энергией. Благодарю за мысль, что мы со своей уникальностью уже имеем свой стиль. Конечно, конечно, мы все от рождения уникальны, скажем так. Но мы эту уникальность можем еще больше развивать. В каких-то вещах мы похожи. Вот в бытовых вещах, я серьезно говорю, мы 90% людей очень сильно похожи. А вот во внутренних мыслях и чувствах абсолютно во многом разные. Во многом разные. И вот это наша уникальность. А мы такие, ой, наверное, я думаю, что у меня у одного, как мне тут писали, блокноты в запасниках. Я говорю, да нет, мы почему-то думаем, что мы очень уникальны на бытовых вещах. На бытовых вещах все делаем все одинаково. А вот как раз там, где мы уникальны, уникальность вот в этих ощущениях мира, видении, чувствах, а мы ее такие, нет, мы этого не должны чувствовать, это все ерунда, мы это все. И в итоге ходит куча одинаковых людей, да? А вот в этом уникальность, давайте будем ее фиксировать. Вот, достали блокноты. Росток самое сердечко. Да, ваши росточки, я надеюсь, все окрепнут за наши 7 недель. Вот. Так что все, спасибо вам большое, читаю, мне очень приятно. Так, вроде бы сейчас делала сердце. О, смотрите, как я умею.
Такого рода информацию продают задорого на разных курсах, Настя, это меценаты. Я уже вначале говорила, и зачем я это делаю, и почему, и что для меня важно. Я искренне верю, и на этом я, наверное, как раз завершу, что чем больше будет счастливых художников, которые удовлетворены тем, что они делают, радостных людей вокруг, тем реально нам будет счастливее всем жить. Чем мы больше будем думать о созидании, нежели чем о разрушении. Возможно, я где-то еще немножко, несмотря на то, что розовых очков у меня давно нету, но я все-таки верю в лучшее, возможно, я где-то немножко такой... я правда в это верю. Видимо, миссия у меня такая. Мне иногда больно от этого, но я снова верю. Так что, ладно, все, чтобы не размазываться, а то я уже сейчас тут размажусь, в общем. Вот, совсем. В общем, спасибо вам, еще раз вам сердечек классных таких. Вот, и все, пока-пока, до следующего четверга.